Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам огромнейший привет. Разные города, разные страны. Очень приятно читать ваши комментарии, ваши отзывы, пожелания. Спасибо вам огромное. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Единственное, что будет новая расцветочка в палитре, которой у меня еще не было. Итак, повторим, да, это ниточки Yarn Art Super Perle, называются они. Это все стопроцентный акрил, смотрите. Стопроцентный акрил. В моточке здесь в 100 граммах находится 400 метров. И вот сама непосредственно вот такая вот текстура, да, вот такая вот скрученность ниточки очень-очень интересные, такие рельефные ниточки. Итак, что он говорит производитель по поводу крючка. Берите 3 миллиметра. Так, вот мы берем 3 миллиметра нашу рабочую лошадку. Этим крючком очень удобно вязать. И хочу уточнить цвет. Здесь цвет получается 150, да, белый цвет. А в розовых ниточках это получается нежно-нежно-розовый. Кстати, камера передает полностью очень красивый цвет. Это номер 20. Итак, ну что, приступим. Кто давно на канале, начнем с белых ниточек, да? Давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. У нас сегодня по схемке, схемку я прикладываю, схемка ходит в общем доступе в интернете, так что схемка очень хорошего качества, читабельная. Смотрите, пользуйтесь, вяжите на здоровье. Так вот, по схемке получается раппорт узорчика 7 петелек. Давайте наберем с вами, получается, 35 петелек. Так, и еще сделаем как бы, ну, 2 кромочные, да, чтобы красивый узорчик у нас вложился. Сделаем еще 2 дополнительные. Итого получается 37. Итак, все как всегда. Вначале мы с вами делаем петельку фиксации. И зафиксировали. При наборе петелек мы ее не считаем. Итак, 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот наш будущий образец. Итак, что мы делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. А теперь внимательно отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю вот эту петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Точно так же накид в следующую петельку аккуратно смотрим, ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. То есть еще один столбик с накидом. И точно так же мы проходим полностью по всем петелькам, ну, цепочки, да, вот этой косички. Не пропускаем ни одну петельку, аккуратно, не торопимся и провязываем все столбиками с накидом. Не забывайте, что самые первые 3 петельки вот эти вот подъема, которые мы набирали, да, это тоже имитация столбика с накидом. То есть это тоже считается как столбик. То есть сейчас я, смотрите, провязала 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы набирали количество петелек точно так же, как и я, 37, у нас с вами должно получиться 37 столбиков с накидом. Поняли, да? Если набирали меньше, то у вас должно быть количество совпадать столбиков с петельками, которые вы набрали. Если набирали больше, то же самое. Поняли принцип, да? То есть у вас не должно увеличиваться количество столбиков, не уменьшиться. Понятно? Все, давайте аккуратненько до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали до конца, да, нашу вот эту дорожку из столбиков с накидом. И смотрите, дальше я хочу следующий ряд начать уже новым цветом. Пусть у меня будет это розовый. Вы можете продолжать этой же ниточкой, можете точно так же добавлять новую ниточку. Сам принцип, как мы добавляем новый цвет. На крючке остаются последние 2 петельки, когда мы провязываем столбик, да, неважно, это может быть столбик у вас с накидом, без накида, с 2, с 3 накидом, неважно. Именно 2 петельки, когда у вас остались, вы как раз их провязываете новым цветом. Оп, да. И получается, этот ряд у вас заканчивается еще основным цветом, то есть белым, но в вязании уже есть розовая ниточка. Поняли, да? И далее непосредственно по узорчику. По узорчику у меня всего лишь одна воздушная петелька. Я подтягиваю белую ниточку, подтягиваю розовую ниточку, так, и делаю, смотрите, поворот. И вот сюда же я провязываю столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь внимательно смотрите. Накид.
Пропускаем, получается, внизу стоящим 3 столбика. Раз, два, три. В 4 столбик ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. То есть как бы так вот наискосок у нас, да, идет столбик. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот теперь будем с вами вязать, ориентируясь вот на этот столбик. Да? То есть как бы вот эта арочка. Будем проваливаться вот так вот в эту арочку. И в эту арочку провалившись, мы должны с вами будем провязать 7 столбиков с накидом. Итак, накид. Ныряем сюда, вытягиваем ниточку и провязываем. Раз, столбик с накидом. Сюда же нырнули 2 столбик с накидом. Сюда же нырнули 3 столбик с накидом. Сюда же 4. Сюда же 5, 6 и 7. То есть как бы, ну вот такой вот веерочек, как вот его назвать, да, такая вот будет у нас рогогулька. Далее что делаем? Смотрите. Пропускаем, вот мы, видите, вот этот столбик, да, мы здесь вот, получается, провязывали столбик с накидом. Вот от него начинаем считать. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В 3 ныряем и провязываем столбик без накида. Угу. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем в белом, получается, ряду 3 столбика. Раз, два, три. В 4 столбик ныряем и опять провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот в эту арочку будем нырять и опять провязывать 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Опять получилась такая у нас рогогулька, да, такой вот веерочек. Далее что делаем? Пропускаем внизу в стоящем ряду 2 столбика. Раз, два. В 3 ныряем, провязываем столбик без накида. Все, видите? И вот так вот вы продолжаете вязать до конца ряда. То есть опять вы делаете 3 воздушные петельки подъема. Опять, получается, пропускаете 3 столбика. И в 4 столбик ныряете и провязываете столбик с накидом. И далее опять 3 воздушные петельки подъема. И в эту арочку провязываете 7 столбиков с накидом. Пропускаете 2 столбика и опять столбик без накида. И так далее до конца ряда. Понятно? И у вас должна получиться вот такая вот интересная красота. Пока непонятная, но красивая. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, какая у нас по итогу получается красота. Так. И теперь смотрите, можете продолжать той же ниточкой дальше вязать, но я хочу поменять опять обратно на белую ниточку. Вы можете продолжать, ну, как вот в моем случае, например, розовая, да, а можете добавить еще третий цвет. То есть это на ваше усмотрение, как хотите. Смотрите, опять оставляем 2 петельки на крючке, да, как говорила, и провязываем эти 2 петельки новой ниточкой. Оп, провязали. Далее, непосредственно по узорчику у меня идут 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Теперь подтягиваем розовую ниточку, подтягиваем белую ниточку, поворот. И здесь в первом, ну, именно с краешку, я делаю столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Ныряю в этот же столбик и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Далее столбики будут уже с 2 накидами. Далее, смотрите. Вот мы делали 3 петельки, да, у нас были воздушные. Далее у нас шли столбики, получается. Раз, два, три. Так вот, к третьему столбику присоединяемся и провязываем столбик без накида. Раз. Ко второму присоединяемся, столбик без накида 2. И к первому присоединяемся, столбик без накида 3. Поняли, да, принцип? Далее 2 накида. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Ныряем в этот столбик и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. Опять сюда же нырнули, провязали точно такой же второй столбик с 2 накидами. Сюда же нырнули, провязали третий столбик с 2 накидами, провязываем по 2 петельки. И сюда же нырнули, провязали 4 столбик с 2 накидами. Вот как бы должна получиться вот такая вот картина. Идем дальше. Опять, смотрите, вот наш этот веерочек, да, вот эта рогогулька. 3 петельки у нас были воздушные, так, и отсчитываем столбики. Раз, два, 3 по верхушкам. В 3 ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Второй столбик без накида и в первый столбик без накида. Поняли, да, как я считаю? Вот, опять 2 накида и ныряем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем точно так же 4 столбика с 2 накидами. Раз столбик,
Сюда же 2 столбик по 2 петельки провязываем. Сюда же 3 столбик. И сюда же 4 столбик. Смотрим, что получается. Вот так вот получается. И опять смотрите, вот наша рогогулька, это вот, да, как мы назовем. 3 петельки были воздушные, потом столбик. По верхушкам смотрим внимательно. Раз, два, три. И с третьего начинаем. Столбик без накида. Раз. Столбик без накида. Два. Столбик без накида. 3. Поняли, да? Все. И вот так вот до конца ряда. Понятно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, какая картина получается по итогу. Здесь, получается, мы с вами заканчиваем 3 столбиками, да? Начинали мы, получается, 2, то есть у нас была имитация столбика из воздушных петелек и 1 всего лишь столбик. А здесь мы, получается, заканчиваем 3 столбиками. Что делаем дальше? Я ставлю эту же ниточку, вы смотрите на свое усмотрение, да? Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И теперь, получается, в каждый столбик, в каждый я буду провязывать столбик с накидом. Понятно? То есть вот у нас 3 столбика, да, вот эти вот раз, два, три лапка. Значит, здесь будет 3 столбика с накидом. То есть первые 3 петельки подъема, да, это тоже имитация столбика. Есть. Далее у нас, получается, идут 3 столбика без накида. Так? Я их тоже провязываю столбиками с накидом. Раз, два, три. Есть. Далее у меня идут 4 столбика с 2 накидами. Раз, два, три, 4. Я их тоже провязываю столбиками с накидом. Раз, два, три, 4. Поняли, да, принцип? То есть каждый столбик у вас получается вот такой вот обычный ряд столбиками с накидом. То есть как в самом начале. Помните, мы набирали? Обычный ряд столбиками с накидом. Все. И вот так вот вы продолжаете вязать до конца ряда. То есть сами себя контролируйте. То есть там, где 3 столбика без накида, должно быть 3 столбика с накидом. Там, где 4 столбика с 2 накидами, тоже должно быть 4 столбика с накидом. Все. Давайте до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Итак, смотрите. Вот что вот по итогу у вас получается. Так. Красота. И смотрите, дальше по узорчику, да, у вас, получается, будут смотреть вот эти вот, ну, переключаемся на розовую ниточку, да, вот поворот, розовая ниточка. И получается, у нас вот эти вот ракушечки смотрят вот сюда, да, как бы слева направо, а будут наоборот теперь справа налево. И вы можете спокойно решать сами. Либо вы продолжаете розовая ниточка, они у вас смотрят в другую сторону, так, либо вы оставляете ниточку здесь, так, приступаете, розовую присоединяете здесь, и она у вас будет смотреть розовые, получается, ракушечки все в одну сторону. Понятно? Вот, давайте сделаем, как бы присоединим розовую ниточку непосредственно вот к этому краешку, да, где у нас она вот остановилась, мы сюда же ее присоединяем. То есть ракушки у нас будут смотреть в другую сторону. Поняли, да? Итак, давайте еще раз повторим. 2 петельки остались на крючке. Присоединяем розовую ниточку, чтобы ее не отрезать. Так, присоединяем здесь розовую ниточку и провязываем последние 2 петельки. Далее, смотрите, повторяем точно так же, как мы с вами провязывали в розовом, получается, ряду. 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же провязываем столбик без накида. Ныряем в этот же столбик и провязали столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три, накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И ныряем вот в эту арочку нашу, которую мы только что сделали. Провязываем в нее 7 столбиков с накидом. Вспоминаете, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. И сюда же 7. Все. Дальше опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. В 3 ныряем, провязываем столбик без накида. От этого столбика опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 ныряем и провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот в эту арочку ныряем и провязываем опять наши 7 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть, видите, в этом ряду у вас смотрят веерочки вот таким образом. То есть, как бы, ну, грубо говоря, слева направо. А здесь у вас будут смотреть они справа налево, да? Либо, еще раз повторюсь, вы можете начать ряд
с другой стороны и продолжать точно так же вязать, и у вас все веерочки будут смотреть в одном направлении. Давайте оставим пока так, провяжем до конца ряда, посмотрим, что в итоге получается. Угу, получится красиво. Так, смотрите, провязали наши веерочки, рогогульки эти, да, смотрите, они смотрят в другую сторону, они смотрят справа налево, видите, наклоняются, да, влево. Данные у нас были наклонялись, получается, вправо, да. Вот, и смотрите, теперь у нас какой вариант есть? Либо мы можем продолжать вязать вот эти наши большие столбики, да, с маленькими столбиками. Мы можем продолжать здесь, присоединяя белую ниточку. А можем продолжить с этого края. У нас здесь белая ниточка уже есть. Мы можем продолжить с этой стороны. Давайте попробуем с этой стороны, посмотрим как бы альтернатива. Итак, смотрите, здесь оставляем вот такую вот петельку, чтобы у нас ниточка никуда не ускакала. А здесь, получается, мы будем присоединять нашу белую ниточку. Итак, для начала вот это вот столбик без накида, так, мы к нему присоединяем белую ниточку. Сильно не тянем, чтобы край наш не зажулькался. И точно так же опять набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. И сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом. Ну, с 2 накидами. Оп, так. Теперь, получается, присоединяемся столбиками без накида. Смотрим внимательно. Вот у нас получается. Вначале идут 3 воздушные петельки, да, мы их не трогаем. Вот верхушка нашего первого столбика. Нырнули в первый столбик, провязываем столбик без накида 1. Во второй столбик без накида 2. В третий столбик без накида 3. Поняли, да? То есть в предыдущем ряду мы шли в обратном направлении. А теперь мы идем вот именно от 3 воздушных петелек. Далее 2 накида. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. 1. Сюда же столбик с 2 накидами. 2. Сюда же столбик с 2 накидами. 3. И сюда же столбик с 2 накидами. 4. Все как вот в предыдущем, вот в этом ряду, да? Так, 2 накида и 4. Есть. Теперь смотрите, опять 3 воздушные петельки мы не трогаем. Вот наш первый столбик, второй, третий. Верхушка первого столбика. Ныряем вот в эту верхушечку и провязываем наш столбик без накида. 1. Второй столбик без накида 2. Третий столбик без накида 3. Поняли, да? Вот. По итогу получается точно такая же картина, как у нас получалось и здесь. То есть здесь мы шли слева направо, если помните, да? Здесь, получается, мы идем справа налево. Ничего не меняется, все то же самое, красота. Итак, до конца ряда белой ниточкой. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, провязали, получается, до конца ряда. Красота. Теперь что делаем? Помните, да? Опять мы делаем 3 петельки подъема, поворот. И теперь в каждый столбик мы провязываем столбик с накидом. Помните, да? Там, где у нас получается большие вот эти вот столбики с 2 накидами, да? Получается, там, где сколько столбиков, столько и провязываем. 3 столбика, 3 столбика, 4 столбика, 4 столбика. Понятно, да? То есть и вот таким вот образом весь ряд идете до конца, полностью весь ряд столбиками с накидом. Ничего сложного. Давайте до конца ряда и посмотрим, что в итоге получается. Угу. Должно быть очень-очень красиво. Так, смотрите, вот у нас получаются такие вот веерочки, волны, да? Довязали до конца ряда. И смотрите, предлагаю что сделать? Предлагаю вот так вот сделать воздушную петельку и оставить нашу белую ниточку. А помните, мы здесь оставляли розовую петельку, да? Вы можете ее либо отрезать. Смотрите, я, например, хочу сделать как? Я хочу, чтобы у меня сейчас вот эти вот веерочки вот в следующем ряду повторялись точно так же, как в первом ряду. Понятно? Вот в эту сторону. То есть они у меня через ряд будут, да? Один ряд они у меня в одну сторону смотрят, другой ряд в другую сторону. Третий ряд будет как первый, да, второй, четвертый ряд будет как второй. Понятно, да? Но вы можете сделать точно так же. То есть они у вас могут смотреть в одном направлении. Поэтому вам придется ниточку розовенькую отрезать и присоединиться вот здесь, да, и начинаете точно так же вязать веерочки, чтобы они смотрели в одном направлении. Допустим, я не хочу отрезать ниточку, я хочу продолжить розовой, поэтому вот так вот я аккуратненько подтягиваю, сильно не тяну, так, до уровня вот столбика. И вот таким образом присоединяюсь. И делаю соединительную вот такую петельку, провязываю через беленький столбик и через мою розовую ниточку. Воздушная петелька и сюда же столбик без накида.
3 воздушные петельки, 1, 2, 3, пропускаю, получается, внизу стоящие 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 ныряю, провязываю столбик с накидом. Поняли, да? 3 воздушные петельки, и вот моя арочка, в которую я ныряю и провязываю 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять пропускаю 2 столбика, 1, 2, и в третий делаю столбик без накида. Поняли, да? Вот мои веерочки смотрят так же, как и в первом ряду, справа налево. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков. Так? Я буду делать каждый ряд разные веерочки в разном направлении. Вы как хотите, как вам удобно. Естественно, как хотите, как вам удобно, добавляйте ниточку. Отрезайте либо ее протягивать через несколько рядочков. И то есть, опять же, как хотите, можете вязать одним цветом, можете двумя, тремя, можете остаточками. Итак, давайте вырастим наш образец и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, хочу сделать акцент. Вот сделали, да, несколько рядочков. Смотрите, в силу того, что мы сохранили, да, смотрите, здесь мы начинали нашу розовую ниточку, так, и нигде мы ее, получается, не отрезали. Вот у нас кончик торчит, так, тут мы просто отрезали беленькую, я уточняла узорчик. Точно так же нигде, то есть ниточки у нас сохранены, поняли? Если бы мы вязали все в одном направлении, конечно, мы бы розовую ниточку отрезали. А так получается, видите, вот таким вот образом получилась красота. Сейчас я кончики запрячу и покажу вам еще. Итак, смотрите, все ровненько, все аккуратненько. Так, кончики я убрала. Итак, смотрите, вот по итогу, что у нас получается, какая красота. Очень интересный, очень легкий, необычный узорчик, который вы можете вязать, естественно, как одной ниточкой, так и двумя, и тремя, и толстыми ниточками, и тоненькими ниточками. Это может быть зимние варианты, да, шарфы, снуды, кардиганы, те же самые палантинчики можно, да. Смотрите, будет интересно, если это будет тоненькая ниточка с металликом. Помните, да, вязали с такой ниточки. Если это будет летний вариант ниточки хлопок микрофибра, тоже, смотрите, это могут быть топики, маечки, интересные, да. Я жду от вас комментариев, куда можно использовать данный узорчик, потому что вы большие фантазеры, у вас хорошо это получается. И смотрите, давайте замеряем наш узорчик. Если мы набирали, получается, 37 воздушных петелек, если это же плотность вязания, если этот же получается крючок, это же получается пряжа, ну, это получается около, ну, вот видите, 19 сантиметров. И здесь давайте посчитаем в высоту. Раппорт узорчика вертикальный, да, 3 ряда. 1, 2, 3. У нас получается 1 раппорт, 2, 3, 4, это 12 рядов. И наборный ряд 13. Так, сколько же это получается по итогу? 14 сантиметров. За счет того, что воздушные петельки, видите, да, как узорчик хорошо тянется. Вот, так что давайте говорите в комментариях, куда можно данный узорчик использовать. И смотрите, самое что интересное, вы можете делать, получается, вот эти вот веерочки, да, загигульки в одном направлении, можете делать в разных направлениях. Можете одним цветом, можете разными цветами, можете все полотно одним цветом, можете менять, как захотите, потому что вы большие дизайнеры, принцип узорчика вы поняли, да, схемка на руках у вас есть, так что творите, чуть-чуть вытворяйте. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое интересное появится на канале. Ну и под видео находится стрелочка, да, внизу поделиться. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.